миллионы людей лишатся текущей работы. Вряд ли оно само по себе материализуется из ниоткуда, потому что физика такого не подразумевает. Вдеть одеяло в пододеяльник, да, чтобы для этого сделать робота, это будет супер дорого. Мне очень нравится вникать в законы, в правоотношения. Но это скучно. Даже самые крупные игроки рынка не смогли устоять перед букингом. Безусловно, искусственный интеллект причинит смерть еще ни одному человеку. Я думаю, что было бы здорово, если бы машины взяли на себя в первую очередь полномочия генеральных директоров корпораций. В Осипете там взяли с собой нож-топор, да, и убили 3 человек. Что будет в Осипете за это? Мы знаем, что будущее реально наступает нам на пятки. Генная инженерия, искусственный интеллект и все прочее. У нас есть офигенный потенциал вырасти совершенно новых сверхлюдей. Миллионы людей, скорее всего, лишатся текущей работы. Мы узнаем у разных людей по всему миру, чем они занимаются в своей жизни и как все это будущее влияет на их мир. Сегодня мы находимся в Зеленоградске. Это пригород Калининграда. Сегодня мы повстречаемся с Артемом. Мне кажется, он поведает нам много офигенных историй. Я учился на юрфаке, хотел быть юристом, нормально учился, мне все было интересно. На 3-м курсе я уже подзабил на учебу, пошел в практику, начал работать на всяких там организациях, стажироваться в администрациях, там, в адвокатов, везде-везде. В какой-то момент мне настолько стало неуютно во всем этом, что я захотел сменить сферу деятельности. Я пытался с друзьями сделать маленькую строительную такую фирмочку, чтобы делать ремонты. Мы-то вообще ничего не умели, я только умел проводкой заниматься. И я получил навыки, ремонта, строительства, отделки, всего такого. И начал их здесь применять, и постепенно сделал ремонт в этом месте. А до этого это был такой заброшенный полностью дом, непригодный для жизни, нет никаких там коммуникаций, отопления, воды горячей, ничего не было. И вот как-то постепенно это все стало возможным для проживания, и решили мы сделать хостел, именно хостел, как хостел, кроличья нора. Слушай, где мы находимся, скажи сначала. Мы находимся в парке Зеленоградском, в парке города Зеленоградск. В принципе, понятно, что это парк. Ну ладно. Ну да. Хорошо. У меня самый очень тупой вопрос с самого начала. Вот в детстве, в школе, насколько было просто отхватить здесь по башке? Мне здесь было достаточно безопасно. Да? Ну да. Не, 90-е, конечно, всегда, такое время везде опасное, но этот кусок суши, он достаточно безопасен. Здесь очень много военных всегда было. На Курской косе, на дюнах, заповедник, национальный парк. Просто красивое место. А как ты думаешь, мысль материальная? Если вот да, то, может, какой-то пример есть в своей истории? Мысль, скорее всего, материальная, так как она состоит из молекул и электрических импульсов. А люди, обычно то, о чем они думают, с ними происходит, мне кажется, просто. Ну, то есть ты веришь в это? Ну да, безусловно. И у тебя есть примеры из жизни? Ну, вообще-то, это, как сказать, это за закон, мне кажется, такой, когда ты хочешь чего-то, ты свое поведение таким образом выстраиваешь, становишься тем, может быть, с кем это может произойти, и это происходит в итоге. И от желания что-то делать. Если долго думать о чем-то, то вряд ли оно само по себе материализуется из ниоткуда, потому что физика такого не подразумевает. Окей, после школы было какое-то образование, куда ты пошел? И как это тебе помогло в жизни или не помогло? С детства я хотел быть юристом и психологом. С начальной школы почему-то я точно знал, я хотел себе кабинет с 2 входами, где с одной стороны бы заходили люди, которым нужны какие-то психологические консультации, с другой стороны юридические, как юрист, адвокат работать. Я изучил немножко психологию и понял, что эти вещи не стоит вместе сочетать, и это слишком, тяжелая работа психолога, юриста тоже нелегкая. Я выбрал юриста, поступил, отучился. Вот. В какой-то момент защитил диплом, и я практикую, но это не является основным моим делом, скорее как хобби. Мне очень нравится вникать в законы, в правоотношения. Как-то так, но это скучно. А чем ты гордишься прям? Горжусь.
Наверное, собакой. У меня классная собака есть. Гигантский пес. Какие ты видишь сейчас самые большие проблемы в индустрии в делании хостелов? Или, ну, вот у тебя вообще? Парит больше всего, что это сезонный бизнес, что 2 месяца в году можно работать, а все остальное время приходится как-то, ну, там... А что круто считается там в хостелах? Все запариваются насчет рейтинга, количества там звезд в отзывах и всего остального. Но на самом деле, с моей точки зрения, круто, когда человек, который проводит время вместе, куда он отправляется в путешествие, чувствует себя отдохнувшим, когда покидает его. Ну, с хорошими впечатлениями, эмоциями, а все эти цифры и отзывы — это не так важно. Ты видишь как-то примерно, как вообще хостелы вот могут развиваться дальше? Ну, я думаю, что эта индустрия, в принципе, она супер древняя, там, 1000 лет это существует, и особо как бы ничего не изменилось. Там Wi-Fi только появился, наверное, так люди должны спать где-то, как-то мыться там. Я думаю, что роботы не смогут заменить людям отели, там, гостиницу. Как IT помогает вообще, компьютеры? Это супер изменило все. В какой-то момент даже самые крупные игроки рынка не смогли устоять перед букингом. В первую очередь, на 95% это его рынок. 20 лет, больше 20 лет уже они этим занимаются, и они на себя вытащили все, связанное с бронированиями в гостиницах. И получается, что даже крупный отель уже не занимается маркетингом, а просто регистрируется на сайте, и все через интернет, все очень просто. Для всех гораздо проще стало. Для всех это супер удобно, потому что есть один ресурс основной. Есть еще и другие, они немножко отличаются по своему, может быть, подходу идеологическому, но в целом как бы это очень существенно все изменило в этой сфере. И тот, кто не смог адаптироваться, только сейчас, например, некоторые гостиницы, которые работают уже там десятилетиями, все-таки до них наконец доходит, что все-таки нужно регистрироваться на этом букинге, и они это делают, и вот сейчас у них снова начинают как-то идти дела. Боишься, что роботы отнимут работу? Ну, в плане, вот, например, берем не Booking, а Airbnb, и, по сути, людям ничего не нужно, кроме того, чтобы ключи в ящике лежали, и все. Airbnb еще, мне кажется, такая штука, что люди снимают еще во многом, потому что есть возможность общаться с хозяином лично. Ну, то есть как-то с местным кем-то, кто может рассказать что-то. Роботы вряд ли смогут поддерживать, не смогут, конечно, поддерживать диалог, но все-таки роботы, наверное, не люди, которые живут в этом месте, и поэтому за эту сферу. Я думаю, что они забрали уже много работы у туроператоров каких-то там, у людей, которые продавали места в гостиницах или какие-то туры. Вот это все, конечно, у них отняли, наверное. А те, кто... То есть персонал, как бы, его нельзя заменить на роботов. То есть андроиды, если себе предположить, которые бы, как человек, могли выполнять те же действия механические, сложные, там, например, вдеть одеяло в пододеяльник, да, чтобы для этого сделать робота, это будет супер дорого. Ну и андроиды, мне кажется, лет 50 точно такую работу на себя не возьмут, потому что гораздо дешевле и проще, и чтобы сделал человек. Поговорим про искусственный интеллект в контексте твоей профессии. И вот меня реально тоже интересует вопрос того, что вот у тебя есть робот, которого ты купил, у него есть искусственный интеллект, ну или даже не робот, машина, да, вот твоя машина с искусственным интеллектом, она сбила человека. Чья это ответственность? Это не обязательно какое-то событие должно нести за собой ответственность, если оно произошло ввиду несчастного случая. Ну, то есть никто не мог предположить или предполагать о том, что это приведет к таким последствиям. Ну, тут понятное предположение. То есть есть машина, она неправильно... Я думаю, вряд ли у кого-то был умысел создать такую программу или такую машину, которая бы рано или поздно убила человека. Значит, для этого нужны другие способы автомобилей, чтобы убивать людей. Это не самый эффективный метод. Ну все же, то есть вот ты едешь на машине, ты убил кого-то, там, ребенка чего-то, и вот родители говорят... Я думаю, что они в первую очередь подадут в суд на производителя автомобилей, именно того, кто их продал. Будет нести ответственность продавец и будет нести ответственность изготовитель. Мы можем сейчас на данной стадии рассуждать об этом, а когда это начнет происходить. То есть первые случаи, которые будут происходить, действительно, безусловно, искусственный интеллект причинит смерть еще не одному человеку. Но
какому человеку, в каких обстоятельствах, вот на основе этих случаев, которые будут, можно будет говорить о том, кто виноват в итоге, искать этого виноватого. А с точки зрения вот юридической темы, потому что уже все пишут, что юристов скоро не будет, их всех заменят на искусственный интеллект, потому что, по сути, есть огромная же база, в которой написаны вот все кейсы. Если это прецедентное право, то можно это просто запихать. Я бы порадовался тому моменту, когда это наступит, но тоже думаю, что это будет очень не скоро, потому что это древнейшая, одна из древнейших профессий вообще. Ну, то есть все равно кто-то должен придумывать законы, скорее всего, будет. Конечно, машина бы справилась лучше, безусловно. Я думаю, что было бы здорово, если бы машины взяли на себя в первую очередь полномочия генеральных директоров корпораций каких-нибудь. То есть какая-нибудь корпорация бы на должность гендиректора поставила бы компьютер, который бы говорил, что нужно делать всем остальным. Вот это кстати, где-то уже начали практиковать. К нам приезжал как-то раз Греф в университет и для юристов какую-то лекцию читал, а потом спросил, кто из вас типа в IT-теме, там, в программировании, поднимите руки. Типа, никто не поднимает руки из юристов. Он говорит, никто из вас типа нам не подходит. Я уволил штат 400 юристов, поставил вместо них один компьютер и принтер, и он работает гораздо лучше и эффективнее. Действительно так. Если речь идет об однотипных каких-то исках, где заменяются только фамилии, имена, даты, там, цифры, суммы, падежи, безусловно, машина вот эти механические, бюрократические вещи делает идеально. Если приходит человек с проблемой какой-то, а люди приходят обычно к юристу, когда уже все совсем плохо, они начинают рассказывать о том, что с ними произошло, и вот тут как бы машина тоже вряд ли сможет помочь, потому что зачастую проблема человека находится не в том, о чем он говорит, а в чем-то совершенно другом, что он просто не понимает. И нужно как-то вот ему это объяснить, найти суть этой проблемы и выработать решение, которое, может быть, не обязательно написать бумажку и куда-то ее отправить, а может быть, просто кому-то позвонить там или как какой-то сделать, придумать какой-то ход психологический, чтобы эту ситуацию как-то разрулить не только через суд, не через иски. Но вообще было бы здорово, да, чтобы правосудие стало электронным, чтобы вместо судей нас судили программы, потому что они были бы более справедливые, менее предвзятые, но в них бы, наверное, было трудно зашить чип гуманизма, какой-то чип справедливости. Ну, то есть что-то такое морально-нравственное, что тоже немаловажно при принятии решения в конкретном случае. Мне очень больше всего понравилось с универа по уголовному праву книжка задачная. Там описаны истории. Это сборник историй. Вася и Петя пошли, короче, туда-то. Вася и Петя там взяли с собой нож и топор, да, и убили 3 человек. Что будет Васе и Пете за это? Заслуживают ли они снисхождения? Поговорим про генную инженерию. Вообще, ну вроде как технологии, CRISPR и прочее, вроде как нам скоро позволят генно-модифицировать все что угодно. Что бы ты генно-модифицировал своей собаке? Собаки, даже не знаю. Наверное, собаку бы я не стал использовать для экспериментов. Нет, ну если бы все вообще было уже точно, возможно, там, и вот любое свойство. Замедленное старение, там, уменьшение скорости старения собаки до моего возраста. Ну, чтобы, то есть, мы с ним примерно в одно время закончили существование. Знаешь термин биохакинг? Нет, не совсем. Ну, это когда вот люди пытаются есть всякие БАДы и, в общем, питаться так, чтобы тюнить себя так, чтобы быть здоровее. Это сейчас вот называется биохакинг. Ты как-то питаешься специально? Что-то? Нет, я считаю, что это полная чепуха. Ну, то есть питание настолько индивидуально у людей, ну, в зависимости от исторически сложившихся территорий, на которых они обитают, и вообще нет какого-то универсального способа. То есть какой-то таблетки, которые ты ешь, и тебе становится хорошо, потому что для каждого это индивидуальный химический состав абсолютно. Мне кажется, самое перспективное, что может тоже произойти, это медицина, когда ты просто приходишь в больницу, там буквально там один человек сидит, ты ложишься в этот суперсканер навороченный, он тебя сканирует полностью, и нейросети там по этим картинкам уже понимают, что с тобой, выписывают тебе лечение, и врач не нужен, потому что можно по данным там, биохимии крови там, и фотографии в 3D сделать абсолютно точный диагноз лучше, чем любой специалист, человек, потому что эта штука аккумулирует гораздо больше опыта в себе. Ну да, но мы движемся к этому, в принципе. Ну, мне кажется, что если посадить здесь рядом врача, он тоже скажет, что какие-то нюансы все равно существуют. Вот. Да. Ну вот, или, например, образование. Как ты заменишь
преподавателя в университете на робота. Это же все-таки человек, который, ну, как-то, не знаю, специалист в своей узкой области, он исследователь, открывает что-то новое. И мне тоже пока непонятно, как вот науку можно перевести. Было бы, конечно, здорово добраться до этой научной сингулярности, как она называется, когда, в общем, можно будет получить ответ на любой вопрос у компьютера. Но мы почти уже можем это Ну сделать. да, это супер близко. Я Да. думаю, еще 22-й год. То есть что делать с детьми, если мы все образование... Я думаю, это ближайшее будущее это не произойдет. Образование это, наверное, не та сфера, в которой все будет онлайн. Я думаю, что это будет офлайн, потому что образование во многом это социализация просто детей. Их, когда они приходят в какие-то группы, они учатся общаться друг с другом, учатся как-то говорить, что-то там делать вместе. Скорее в этом даже задача образования, а не в том, чтобы научить чему-то. Ну, то есть в целом какие-то скиллы, они будут в онлайне, а общение и учить взаимодействовать там друг с другом, это же можно вообще На делать мой вне взгляд, школы. даже проблема в том, что слишком много общения переходит в онлайн у нас. Ну, то есть у людей, у детей в частности. То есть они сидят там в этих социальных сетях и общаются друг с другом, не выходя из дома. Ну, это не все так делают, конечно, но многие, наверное. Самая трэшовая вечеринка в твое тинейджерство, какой-нибудь лютый отрыв. Мне на ум приходит самое, наверное, безумное, прикольное, это яблочный бейсбол, наверное, часов в 6 утра, когда выходишь на море, на пирс с битой, осенью собираешь яблоки еще зеленые, и бейсбол яблоками расшибая их. Блин, вот это вот именно вот то, что мне хочется слышать от людей про безумные детские вечеринки. Там сковородка, и там проходит чемпионат России по пляжному волейболу обычно. А, и о чем ты мечтаешь, если вообще мечтаешь? Мечтаю, да я особо не мечтаю. Я обычно стараюсь что-то планировать и делать. Я скорее планировщик. Ну так, кстати, юридически четко, да? Было бы здорово, чтобы не было конфликтов вооруженных. Это, конечно, утопия, но было бы очень круто, чтобы люди не умирали от голода, например, где-нибудь. Чтобы Зеленоградск распространился на всю планету, и все было хорошо. Класс. Как-то так. Класс. У тебя здесь есть домашние животные, у них есть какое-нибудь имя? У улиток, там две улитки, имя у них отсутствует. Ну, вот они достаточно. Думаю, у них и ушей-то нету. Что тебя бесит сейчас в технологиях? Количество кликов, ну, то есть количество кликов телефона в час. Человек каждый час какое-то количество кликов делает, чтобы включить экран. И вот чем оно больше, тем оно меня больше бесит. Зачастую вместо того, чтобы как-то проводить время, ну, не в интернете, я не говорю сейчас про соцсети вообще, скорее про гаджеты, про время, которое человек проводит вот так просто. Сидя, стоя, лежа, там, я не знаю, просто смотрит в одну точку, это опасно для зрения. Развивается астигматизм, и, в общем, нужно как-то себя ограничивать, наверное, в этом, наверное, мне кажется. даже не то чтобы для зрения, это еще для мозга, вообще для всего не очень полезно. Ну да. Какие 3 изобретения ты считаешь технологически за всю историю прям самыми важными? Электричество, безусловно, одно из самых главных изобретений. Наверное, компьютер. Это интернет, наверное. А Сложно. есть какая-нибудь любимая книга, которую бы ты мог всем рекомендовать? Нет, вряд ли я какую-то одну могу выделить. Это было бы, наверное, несправедливо по отношению. В целом, главное, чтобы эта книга подходила в период, когда ты ее читаешь. То есть нет такой, который ты бы сказал людям, ну вот я вам рекомендую реально всем почитать, это вот прям вам точно зайдет когда-нибудь. Нет. Вряд ли я сейчас скажу какую-нибудь книгу, кто-нибудь потом увидит, случайно начнет читать, а потом Его это жизнь плохо кончится, да. Что бы ты порекомендовал сделать Илону Маску? Илону Маску. Ну да, он все изобретает, А. может, ты думаешь, что ему пора бы что-нибудь другое. Супербатарейку, безусловно, да. Супербатарейку, которая будет иметь... Это то, чего не хватает технологиям для того, чтобы очередной суперскачок совершить. Нужна какая-то очень маленькая такая иридиевая батарейка, которая в итоге будет работать, несколько столетий, наверное. Ну, ее не нужно будет сжать снова. Вот такую штуку. Это же самое лучшее, что может быть в городе. Digital Nomad, то вы работаете вот так. Сколько стоит
Camper Van. Зато здесь есть красивый вид, очень крутая конфигурация. Вот этот вэн можно взять в аренду доску. Каждый день ты можешь пойти либо на серф, покататься в горах, заняться йогой. Замок, домики, дворец. Дальше у нас страна голых мужиков. Вау, какое классное бунгало. У нас на машине полотенчик. А для чего у нас на машине полотенчик? Мы с тобою надежда страны. Нахуй мы никому не нужны.